Культурные стереотипы устроены так, что когда мы говорим о людях, которые спасали жизни, то сразу представляем себе такую фигуру рыцаря без страха и упрека. Однако жизнь устроена сложнее, и мотивации таких людей могут быть разными. Что все же не преуменьшает значение их поступков. Примером тут может стать Оскар Шиндлер. Его биография – яркая мишень для показательного морального избиения. Но его роль в спасении сотен заведомо обреченных людей в годы Второй мировой войны бесспорна. Сегодня мы посмотрим на некоторые факты из его биографии. Не самые приятные, но которые отнюдь не помешали ему стать героем. Перед тем, как начнем, мы собрали актуальные инструкции по обходу блокировок, они доступны по ссылке в описании. Там же есть ссылка на надежный и анонимный сервис Shiva VPN. Он зарегистрирован в Панаме, что юридически дает право не хранить данные пользователей. Так что попробуйте, тем более, что первые 3 дня Shiva VPN дает бесплатно. Теперь к выпуску. Оскар Шиндлер стал широко известен благодаря фильму Спилберга. Там Шиндлер тоже далеко не образец благородства и бескорыстия, особенно в начале. И он действительно таковым не был. Он родился в 1908 году в Австро-Венгрии в городе Цветао. Это регион Судетов, который тогда населяли в основном немцы. После окончания Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии регион этот был передан новому государству – Чехословакия. Многие местные немцы не считали себя частью новой страны, не стремились учить чешский язык и желали принадлежать к немецкому, а не к славянскому миру. Шиндлер чешский язык знал, однако немцам сочувствовал. Его отец владел небольшим заводом по производству сельскохозяйственной техники. Оскар какое-то время работал на заводе отца, затем поступил на работу в электротехническую фирму, но предприятие разорилось. Пробовал управлять автошколой, но тоже как-то не пошло. На дворе начало 30-х, мировой экономический кризис, с работой и бизнесом было неважно у всех. В этот период Шиндлера несколько раз задерживали за пьяные драки и скандалы в кабаках. Он имел серьезные проблемы с алкоголем. И несмотря на то, что с 28-го года Шиндлер был официально женат, он постоянно имел связи на стороне и даже завел долгий роман с бывшей одноклассницей. У них родилось 2 детей. В 31-м он, наконец, устроился на работу в Пражском банке. Ему удалось закрепиться там на несколько лет, однако ни о какой успешной карьере речи не шло. Такой вот Оскар Шиндлер в юности. В 1933 году к власти в Германии приходят нацисты с идеей исправить несправедливости Версальского мира и, если не объединить земли, населенные немцами, то, по крайней мере, защитить права немцев и их интересы. В 1935 году 27-летний Оскар Шиндлер вступает в партию судетских немцев. Первоначально партия не ставила целью отделения Судет от Чехословакии. Ее постулатом было повышение автономии регионов. Но постепенно партия наладила связь с нацистским Берлином и стала частью политики Рейха по разрушению чехословацкой государственности. Судетские немцы стали требовать присоединения Судет к Рейху, что приводит к столкновениям немцев с чехословацкой полицией и армией. Формируется даже террористическая группировка, которую спонсировали немецкие власти. Шиндлер заметного участия в тех событиях не принимал, но он еще с середины 30-х годов сотрудничал с германской армейской разведкой Абвер. Он собирал информацию о железнодорожных путях, военных укреплениях и расположении армейских частей чешской армии. И вряд ли у него были серьезные идеологические мотивы это делать. Сильно пьющему банковскому служащему, еще и с внебрачными детьми на шее, всегда требовались деньги, что и, видимо, стало его мотивацией. В конце концов, его изобличили и посадили в тюрьму. Но тогда подоспело Мюнхенское соглашение, Мюнхенский сговор, по которому Судеты передавались Рейху. Одним из условий было освобождение Прагой политических заключенных, в число которых были и включены и немецкие шпионы. Шиндлер оказался на свободе. Он продолжил свою работу на Абвер уже как герой и узник чехословацких застенков. Говорят, после освобождения он получил автомобиль как личную награду от фюрера. Шиндлер поселился в чешском промышленном городе Острава, недалеко от новой границы между Рейхом и обрезанной Чехословакией. В то время Абвер разрабатывал планы вторжения диверсионных групп на польскую территорию. И в итоговом плане, который приведет к началу Второй мировой войны, Шиндлеру довелось поучаствовать. Один из планов вторжения Абвера был в конечном итоге реализован.
Переодетые в польскую форму эсэсовцы напали на немецкую радиостанцию в Гляевице 31 августа 1939 года, с чего в итоге и началась Вторая мировая война. Добыча этой формы была отдельной задачей, которой занимался в том числе и Оскар Шиндлер. В 1938 году Шиндлер подал заявление на вступление в НСДАП. Впрочем, к политической карьере Шиндлер не особо стремился. Его больше интересовал материальный успех, которого он не смог достичь в юности. Политика Рейха открыла для него счастливую возможность. Ведь Германия в ходе сентябрьской кампании 1939 года разгромила Польшу, а на части ее прежней территории установила генерал-губернаторство, особое оккупационное образование со столицей в Кракове. Немцы стали хозяевами на этих землях. Для Шиндлера и ему подобных это было сродни открытию Клондайка. В генерал-губернаторстве появляются жесткие антисемитские законы. Среди прочего, проживающие там евреи теряют права собственности на предприятия и на недвижимость вне гетто. В некоторых случаях на изъятую собственность выплачивается мизерная компенсация. В других, если объект реквизировался в интересах Рейха, выплат не полагалось вовсе. Изъятая собственность передавалась в особый фонд, а затем передавалась проверенным собственникам из числа немцев. Оскар Шиндлер представлялся самым подходящим кандидатом. Он появился в Кракове еще в первой неделе оккупации и почти сразу заинтересовался черным рынком Кракова, старался там приобрести драгоценности и предметы роскоши. Он также начал искать связи в еврейской среде, тогда евреи еще не были согнаны в гетто. Расчет был прагматичным. Шиндлер, во-первых, несмотря на свое членство в НСДАП, никогда не страдал антисемитскими предрассудками. Во-вторых, понимал, евреи оказались в тяжелой ситуации, им нужно сбыть с рук золото и ценности. А в-третьих, знал, как устроен рынок. Евреи хорошо интегрированы в местную торговую среду, а значит, если хочешь раздобыть что-то быстрее и дешевле, обращаться нужно именно к ним. Шиндлер начал набивать собственные чемоданы. И вскоре решил заполучить одно из конфискованных предприятий. Чтобы выбрать подходящее, Шиндлер советуется с Ицхаком Штерном, евреем, который работает бухгалтером в фирме, которой прежде владел сам. Они обсуждают небольшую фабрику «Рекорд», занимающуюся производством эмалированной и жестяной посуды. Штерн считает, в новых условиях обанкротившееся предприятие принесет доход. В качестве директора предприятия Шиндлер выбирает одного из бывших его собственников, Авраама Банкера. Шиндлер переименовывает компанию в Deutsche E-Mail Waren Fabrik, то есть в немецкую фабрику эмалированных изделий, и предприятие, которое в обиходе получает название «Эмалия», начинает в 1940 году новую жизнь. Шиндлер налаживает производство, платит местным рабочим гроши и реализует востребованный дешевый товар с выгодой. Фабрика постепенно расширяется. Шиндлер строит дополнительные цеха, выписывает из Германии новое оборудование. Кстати, увеличение рабочего контингента фабрики за счет евреев первоначально было частью бизнес-плана, предложенного Авраамом Банкером. Евреям, лишенным всех прав, можно было платить еще меньше, чем полякам. При этом в еврейской среде хватало квалифицированных механиков, жестянщиков и других мастеров, которых можно было задействовать на фабрике. Так Шиндлер стал заметной фигурой в экономической и светской жизни Кракова, купил еще несколько предприятий. К 1944 году на фабрике будет работать уже 1100 человек, и из них около 1000 евреи. Производимая посуда и так входит в число востребованных армией предметов. Но Шиндлер идет дальше, осваивает выпуск чисто военной продукции, армейских котелков и капсюлей для снарядов. Предприятия переходят в разряд работающих для нужд обороны, что дает дополнительные привилегии. А Шиндлер получает армейские заказы и сколачивает состояние. Отчасти своим успехом Шиндлер был обязан своему директору, тому самому Аврааму Банкеру. Бывший совладелец фабрики относился к тому типу бизнесменов, которые хорошо чувствуют себя в серой экономической зоне. Он доставал все необходимое на черном рынке, производил не проходившую по официальной бухгалтерии продукцию, которую сбывал разными неофициальными путями и участвовал в разных других схемах, приносивших колоссальную прибыль в дефицитной милитаризированной экономике. Шиндлер одобрял такой бизнес, тем более что Банкеру пришлось бы нести главную долю ответственности самостоятельно, если бы его авантюры стали известны. Сам Шиндлер руководит лишь общим направлением дел и содержит многочисленных любовниц,
проводит время в шикарных ресторанах и ночных клубах, где его спутники – такие же джентльмены удачи военного бизнеса, как и он сам. В истории Оскара Шиндлера невозможно найти какой-то отдельный момент в стиле «вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Просто обстоятельства сложились так, что, в общем-то, обычный человек и более-менее стандартный бизнесмен того времени Шиндлер вдруг оказался намного лучше, чем большинство окружающих персонажей. Мы уже говорили, Шиндлер, судя по всему, никогда не имел особенных предубеждений против евреев. Да, он пользовался их отчаянным положением и нуждой, чтобы увеличить прибыль фабрики. Но, как рассказывают почти все выжившие еврейские работники фабрики Шиндлера, он всегда относился к ним гуманно и уверял, что с ним им нечего бояться. Хоть этот человек и не расставался с партийным значком НСДАП. В какой-то момент работа на фабрике Шиндлера стала для евреев буквально вопросом жизни и смерти. Ведь в 1942 году нацисты ликвидировали краковское гетто. Жители, не занятые на производстве, подлежали выселению, что в большинстве случаев означало смерть в лагере. В марте 1943-го гетто было ликвидировано окончательно. Тех, кто был признан годным к физическому труду, отправили в лагерь Плашев, возведенный на территории 2 еврейских кладбищ Кракова. Единственное будущее, которое ждало обитателей этого лагеря – голод и смерть, либо от непосильного труда, либо от периодических массовых казней. Комендантом Плашева был гауптштурмфюрер Амон Гёд, садист, убивавший заключенных ради развлечения. Евреи, занятые на городском производстве, также должны были переселиться в Плашев, но не участвовали в лагерных работах и могли жить. Шиндлер все больше включался в спасение жизней. Он создает на фабрике рабочие места для женщин и детей, ведь гарантию сохранения жизни могли иметь только занятые на производстве работники, но не члены их семей. Шиндлер также ведет переговоры с местными немецкими властями, чтобы получать новые и закреплять старые еврейские контингенты. Разумеется, решения по итогам таких переговоров принимаются не безвозмездно. В оккупационной администрации каждый зарабатывает как может. Но и вопросов у нацистских чиновников в связи с просьбами Шиндлера не возникало. Он убедительно объяснял: у него оборонный заказ, план горит, нужны люди. А где он еще найдет работников, которые ничего не стоят? После создания лагеря Плашев Шиндлер добивается, чтобы его работников селили в отдельных бараках рядом с фабрикой. Их территория стала считаться филиалом лагеря. Это решение стало возможным благодаря особым отношениям Шиндлера с тем самым комендантом-садистом Гётом, который жил в обустроенной вилле прямо на территории лагеря и периодически устраивал там вечеринки с участием знакомых из СС и гестапо. Шиндлер был желанным гостем на вилле и снабжал гостей вином, деликатесом и девушками. В общем, Шиндлер был весьма близок с руководством лагеря и мог просить об одолжениях. В 1944 году Красная Армия приблизилась к Кракову. Важные производства подлежали эвакуации. Встал вопрос и о фабрике Шиндлера, все-таки она была связана с оборонным заказом. К этому времени на ней работали тысячи евреев, которые оставались в живых только благодаря этому рабочему месту. Именно тогда приходит время знаменитого списка. Шиндлер решает добиться, чтобы фабрика была эвакуирована вместе с работниками. Согласование идет довольно долго. Чиновники предлагают перевести предприятие на запад Германии или в Нижнюю Австрию, но Шиндлер хочет, чтобы Эмалию перевезли в родные ему Судеты. Что было вполне допустимым решением. Регион Судетов – один из последних глубоких тыловых районов Рейха. Оскар надеялся, что после войны Чехословакию пересоздавать не будут. Судеты получат какой-нибудь особый статус, и он сможет начать новую жизнь на родине, вместе со спасенными евреями. Все это потребовало новых взяток, договоренностей с Гётом и объяснений, что в такое время он просто не может разбрасываться персоналом, так как в Судетах никто ему не поднесет на блюдечке целую 1000 квалифицированных рабочих. Список эвакуированных в Судеты евреев получил имя Шиндлера, список Шиндлера. Это справедливо, но, в общем, отчасти. Он пожелал, чтобы персонал Эмалии был вывезен из Кракова. Но составлением списков в итоге занялся один из еврейских помощников администрации лагеря Плашев, Марсель Голдберг. Он, конечно, вносил в список работников Шиндлера, но помимо них также и продавал места в списке, ну или каким-то другим образом распоряжался этими местами. В списке оказались также и видные представители довоенной краковской еврейской общины,
которые, впрочем, к фабрике отношения не имели. А само понятие «Шиндлер-Джуд» заметно расширилось. Но как бы то ни было, именно Шиндлер желанием спасти своих работников создал возможность для спасения их и для спасения других. Шиндлер позаботился о том, чтобы товарные вагоны, в которых евреи ехали до Судет, снабдили хотя бы питьевой водой, что было совершенно не само собой разумеющимся тогда. На месте добравшиеся были помещены в более-менее человеческие условия, получали необходимую пищу и лекарства и работали на эвакуированной фабрике вплоть до прихода Красной Армии 8 мая 1945 года. Судетских немцев ждала тяжелая судьба. Они были изгнаны из Чехословакии, многие содержались во временных лагерях и терпели жестокое обращение от чешской охраны. А уж с бывшим членом НСДАП, шпионом и владельцем фабрики принудительного труда разговор мог быть совсем коротким. Шиндлеру и его жене вместе с несколькими из еврейских работников фабрики с большим трудом удалось добраться до американской оккупационной зоны. Однако Шиндлер заранее позаботился о сборе свидетельств относительно своей роли в спасении еврейских жизней, что помогло ему относительно спокойно пережить послевоенную денацификацию. Затем он пробовал начать новую жизнь в Аргентине, где завел небольшую ферму, однако та быстро разорилась. Похоже, у Шиндлера не получалось вести бизнес своими силами в нормальных условиях. Он вернулся в Германию, в ФРГ, и в 1963 году был признан Институтом Яд Вашем праведником народов мира. Умер Оскар Шиндлер в 1974 году, завещав похоронить себя на католическом кладбище в Иерусалиме. Бухгалтер Ицхак Штерн, который сыграл огромную роль в том, чтобы спасение евреев Шиндлером стало возможным, пережил Холокост, переехал в Израиль и прожил там до своей смерти в 1969 году. Они оставались на связи с Шиндлером до самой смерти, и он многое сделал для признания роли Шиндлера. Руководитель фабрики Авраам Банкер тоже пережил войну и умер от сердечного приступа в 1956 году в Вене. История не всегда похожа на красивые мифы. В ней находится почетное и даже заслуженное место тем, от кого в обычной жизни многим захотелось бы держаться подальше. У нас в истории России тоже полно таких неоднозначных персонажей с самой разной мотивацией. Много их и сейчас. Просто жизнь — это не комиксы Marvel. И однозначные герои в ней встречаются так же часто, как и стопроцентные злодеи. И об этом стоит помнить. До завтра!